Вот. И в результате разных назначений он начал с какой-то низшей должности в британской администрации, он дошел до почти самой высокой должности. Он начал с 6-го уровня и дошел до 2-го уровня. Он стал этим самым мировым судьей. И в результате всех этих назначений его послали в Джаганнатх-Пури, где произошло одно из самых драматических событий его жизни, показавшее, до какой степени он уже был зрелым человеком, духовным человеком к тому времени, когда он стал этим мировым судьей в Джаганнатх-Пури, и лично от английской администрации ему было поручено следить за делами храма в Джаганнатх-Пури. Сейчас думаю, как к этому ко всему подвести. В Джаганнатх-Пури, в храме, большом храме, огромном месте паломничества, куда стекается огромное количество людей, и, соответственно, огромные деньги вертятся. Было очень много каких-то нарушений. Бхактивинод Тхакур стал все эти нарушения постепенно искоренять, причем делал это с необычайной решимостью и смелостью. Царь Пури, который официально был главой этого храма, проштрафился. Бхактивинод Тхакур, смотря на его высокое положение и все остальное, назначил ему гигантский штраф, что он должен был выплачивать какие-то большие деньги ежегодно. Царь понял, что его казна очень быстро иссякает, и решил вместо того, чтобы выплачивать эти деньги, убить Бхактивинода Тхакура. Он нанял 30 браманов, и эти 30 браманов затеяли большое жертвоприношение и читали ведические мантры, тантрические, магические, на смерть Бхактивинода Тхакура. И в течение 30 дней шло это жертвоприношение. 30 дней они читали мантры на его смерть в доме у царя. Никто об этом не знал, это был тайный ритуал, который проводился. Вот. Бхактивинод Тхакур в какой-то момент очень сильно заболел, он почувствовал большую боль. Но когда последние мантры были прочтены, было последнее пурнахути в огонь влито, последнее масло, то умер сын царя, а Бхактивинод Тхакур выздоровел. Вся черная магия вернулась к тому, кто ее посылал. Но это было не самое большое испытание, с которым он там столкнулся. Самое большое испытание ожидало его, как вы, наверное, многие из вас слышали, когда он столкнулся с йогом Вишакишином, или это искаженное имя Вишваксены. Йога звали Вишваксена, но в Арисе его ласково называли Вишакишин. Им очень трудно произнести Вишваксена. Этот йог, принадлежавший к мистической секте Атибари, ведущий свое начало с одного из спутников Господа Чайтаньи, арийских спутников Господа Чайтаньи, Джаганнатхи-даса, совершенно такой апасампрадайной секты, он объявил себя инкарнацией Бога. Он сказал, что я Махавишну, и я пришел для того, чтобы ниспровергнуть британское правительство. Незадолго до этого, где-то за 50 лет до этого, Ариса стала тоже частью Британской империи, со своим британским правительством. Этот йог, обладавший большими мистическими способностями, он стал возбуждать народ. И более того, он опирался на какие-то свои писания, в которых было сказано, что один из членов этой секты Атибари, он произведет переворот, он ниспровергнет все, он станет правителем, и что в
в этой секте родится великий йог, и он стал объяснять всем, что я есть тот самый йог. У него были тысячи последователей. Он делал самые невероятные чудеса. Люди, которые приходили к нему, излечивались на месте. Сам Бхактивинод Такур описывает в своей автобиографии, что когда он пришел к нему, ладно, я расскажу это событие, он излечивал людей, ему стоило потрясти головой, как из его головы начинали сыпаться искры в разные стороны. Причем иногда не просто искры, а языки пламени из него видимого вырывались. Вот. Множество других мистических сил. Он мог гипнотизировать, он мог читать мысли, он мог сказать любому человеку, что у него сейчас, что он думает. Он мог тоже видеть прошлое, настоящее, будущее. И в какой-то момент он объявил, что я буду танцевать танец расу, поэтому мне нужны гопи, с которыми я буду танцевать расу. И некоторые глупые женщины прибежали к нему, чтобы станцевать танец расу со самим Богом. В общем, короче говоря, сколько веревочки не виться, конец все равно будет. Этим йогом заинтересовалось английское правительство, и они, безусловно, обеспокоились, потому что им не хотелось быть свергнутым этим йогом. И наместник Арисы, британский, нашел подходящего человека, чтобы иметь дело с этой проблемой большой. И он поручил Кедаранатху Датту, которому к тому времени уже присвоили, нет, еще не присвоили к тому времени, титул Бхактивинода, мировому судье из Пури, поехать туда, в штаб-квартиру этого йога, и разобраться с ним. Бхактивинод Такур взял с собой несколько полицейских. Йог находился в джунглях, и вокруг него было около 1000 последователей. Верных последователей, готовых отдать за него свою жизнь. Бхактивинод Такур говорит, что они пришли в темноте, в полной. Он своих спутников оставил скрываться за деревьями, а сам вышел на свет, и он увидел, как этот йог сидит. За ним был разожжен костер огромный, огонь, и периодически этот йог наклонялся и полностью помещал свое тело в огонь. Потом он выходил оттуда из огня, и ни следа огня не оставалось у него. И потом он опять опускал свое тело туда. И все вокруг сидели, вокруг него. Он сидел в позе лотоса, и все с ужасом и благоговением смотрели на него. Вот. Бхактивинод Такур вышел к нему, подошел, и тот посмотрел на него очень спокойно и сказал: «О, Кедаранатх Датта, что привело тебя ко мне?» Он говорит: «Ну, я хочу с тобой поговорить». Он говорит: «Да, я давно хочу с тобой тоже поговорить. Я знаю о тебе». И он стал ему рассказывать. Он стал рассказывать всю жизнь Бхактивинода Такура, чтобы произвести на него впечатление. Более того, он сказал: «У тебя там спутники за деревьями, да, вот их так-то и так-то и так-то зовут. Пригласи их сюда, пусть они посмотрят, что я могу». Вот. Бхактивинод Такур слушал его спокойно, выдержанно. Потом говорит: «Если ты Махавишну, то почему ты не живешь в Джаганатха-Пури, где Джаганат?» Он специально задал этот вопрос, чтобы убедиться в том, кто этот йог, каков он. Когда йог услышал это, он стал кричать: «Кто такой этот Джаганат? Это всего лишь навсего кусок дерева. Я Бог. А там в храме все поклоняются дереву. Я Бог. Я знаю, ты мой преданный. Приходи ко мне. Не нужно поклоняться этому куску дерева в Джаганатха-Пури». Вот тут Бхактивинод Такур все понял. Он понял, кто перед ним. Он сказал, что ты никакой не Бог, ты просто оскорбитель. И лучше, если ты передумаешь. Ну, тот говорит: еще посмотрим. Передумаю я, не передумаю, посмотрим, кто кого. Вот Бхактивинод Такур ушел от него и стал проводить расследование, потому что любой судебный процесс должен основываться на фактах. Он пошел по деревням, стал опрашивать людей, которые были так или иначе связаны с этим йогом. И большая часть людей прославляли его.
Большая часть людей говорила, что он великий мистик, он столько всего хорошего делает, он так нам помог, и да, в конце концов мы избавимся от этого британского владычества и станем свободными здесь. Но были люди, чьи жены участвовали в танце раса с этим йогом, и им не нравилось поведение этого йога, и они были обеспокоены, что и были те, чьи жены еще не участвовали, но боялись, что будут участвовать, поэтому Бхактивинод Тхакур собрал достаточно материала для того, чтобы осудить, и пришел, чтобы арестовывать этого йогу. Он взял с собой 100 вооруженных полицейских в красных тюрбанах, с оружием, со всем остальным, и несколько британских там солдат, и этим большим отрядом он пришел к этому йогу. Когда его последователи йогу увидели такой отряд, многие из них стали разбегаться, йог, не шелохнувшись, сидел и спокойно смотрел. Он спросил у него: «Эй, Кейдарнат Датта, зачем ты пришел сюда?» Он сказал: «Я пришел тебя арестовать, и я очень советую тебе подчиниться мне». Он говорит: «Еще посмотрим, кто кого. Я не буду этого делать». И в этот момент он стал трясти головой. Пламя, языки пламени огромные стали вырываться оттуда. Все эти солдаты с ружьями разбежались. И только один Бхактивинод Тхакур сидел и качал головой и сказал: «Да, я знаю, что ты йог. Впечатление на меня не производит это». Йог стал говорить еще какие-то вещи, йог стал излечивать людей, чтобы произвести впечатление. Там были какие-то люди, Бхактивинод Тхакур говорит, или это в первый раз, я уж не помню, Бхактивинод Тхакур пишет тогда, что один человек, у него была рваная рана от копья, каким-то образом огромная рваная рана с гноем, гнойная рана, которая не заживала. Бхактивинод Тхакур пишет, что на глазах эта рана зажила. Стоило этому йогу притронуться к нему своей рукой, как рана зажила. Но на Бхактивинод Тхакура это все не производило ни малейшего впечатления. Он сказал: ты всего лишь навсего ничтожная джива, которая притворяется Богом. И поэтому тебя надо осудить, тебя нужно посадить в тюрьму. В течение какого-то времени не спорили, потом Бхактивинод Тхакур послал в соседнюю деревню за повозкой, а йог говорил ему, что посмотрим еще, ты умрешь, он стал грозить ему чем-то. Бхактивинод Тхакур сказал: ничего страшного нет, сядешь и как миленький поедешь. В конце концов привезли повозку, и этому йогу ничего не оставалось делать, как сесть на повозку. Но перед тем, как сесть на повозку, он сказал: чтобы сохранить слово моего преданного Кейдаранат Датты, я сажусь на эту повозку. Он сказал, что привезет меня в Пури, поэтому я еду в Пури. Но на этом все дело не закончилось, начался суд. Этот йог там тоже делал какие-то страшные предсказания. На 5-й день суда он сказал Бхактивиноду Тхакуру: отправляйся домой, и ты увидишь, что там происходит. Ты увидишь, какое несчастье там произошло, и лучше одумайся. Если ты меня не оправдаешь, то ты умрешь в страшных муках, и все твои родные умрут. Когда Бхактивинод Тхакур вернулся домой, он увидел, что его маленькая дочка, любимая, которой было тогда 3 или 4 года, лежит с температурой при смерти. Его жена в истерике бросилась к нему и сказала: оправдай этого йогу. Потому что если ты не оправдаешь его, мы все помрем тут, мы все умрем. Бхактивинод Тхакур посмотрел на нее и сказал: лучше мы умрем, но я его осужу. Мне не важно, что будет, пусть мы все умрем. Но оскорбителя надо наказать. Мне не страшно. На следующий день дочка выздоровела. Он пришел в суд, как ни в чем не бывало. А этот Бишакишин сказал, что смотри, следующая очередь твоя. Ты видел, что случилось с ней? Следующая твоя очередь. И он произнес: сейчас на месте судьи сидит сама смерть, и мы посмотрим, как эта смерть осудит меня.
Бхактивинод Такур, как ни в чем не бывало, вернулся домой, и он почувствовал страшную боль в правой части груди. Эта боль усиливалась, усиливалась, усиливалась. Несмотря на все его старания как-то ее снять, она стала абсолютно нестерпимой. К утру она стала еще сильнее. Так что его везли к зданию суда на паланкине, он не мог шевелиться. Но на паланкине его привезли, он вышел, он сел на свое место и стал продолжать слушание обвинительных заключений или каких-то обвинительных свидетельств против этого йога, несмотря на это. И так продолжалось несколько дней. Йога сказал, в последний день суда с тобой произойдет это жуткое несчастье, но в последний день суда Бхактивинод Такур так или иначе боль прошла каким-то образом. Там были какие-то еще драматические события. Бхактивинод Такур прочитал свое заключение, осудил его на 18 месяцев каторжных работ. И когда... когда йога вели, то английский доктор, который читал всякие книги по мистике, он знал, что у йогов мистическая сила хранится в их спутанных волосах. Он из-за спины набросился на этого йогу, у него были огромные ножницы. Он стал резать эти спутанные джаты, эти его, как они называются? Дреды этого йога. И когда эти дреды йога срезали, то йог без сил упал на землю. И вскоре после этого он принял яд и совершил самоубийство. Но Бхактивинод Такур, он сказал, что неважно, он был абсолютно полон решимости, неважно, что со мной будет, неважно, умру я или не умру, я буду делать то, что я должен делать, я буду исполнять свой долг, какие бы препятствия не встали на моем пути.